Доброго времени суток, дорогие рукодельницы! В данном видео мы разберем с вами процесс вязания узора коса из 18 петель. А в конце видео я вам дам пояснение, как вязать такую косу из 15 петель, 12 петель и 9 петель, а также различные варианты способа вязания такой косы. Таким узором косы можно вязать шапки, шарфы, снуды, а также использовать в вязании жакетов, свитеров. Схема вязания косы из 18 петель выглядит так. Сама коса вяжется на 18 петлях. Между косами добавляется 2 изнаночные петли. То есть сам раппорт узора для данного образца я беру 20 петель дважды, плюс 2 петли для симметрии изнаночные и плюс 2 петли кромочные. То есть для данного образца я набирала общее количество 44 петли. Первое перемещение петель в этом узоре выполняется в 3-м ряду, а сам раппорт узора составляет 16 рядов. Беру 2 спицы, пряжу и обычным способом набора набираю общее количество 44 петли. Вязание первого ряда узора. Первую кромочную петлю снимаю, 2 изнаночные петли для симметрии. 1, 2. Следующие 20 петель это раппорт узора. 18 лицевых петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 и 18. 2 изнаночные петли. 1, 2. Раппорт узора провязываю еще один раз, и в завершении ряда кромочная петля. Провязываем ее изнаночной. Вязание второго ряда, а также вязание всех изнаночных рядов далее выполняется одинаково. Первую кромочную снимаем не провязанной, последнюю кромочную провязываем изнаночной, а эти петли провязываем по рисунку. Кромочную снимаем, затем смотрим, петля открытая, бугорка нет, это лицевая. 1, 2. Здесь бугорок, и значит эта петля изнаночная. 18 изнаночных, 2 лицевые, 18 изнаночных и 2 лицевые. Кромочную провязываем изнаночной. Итак, выполняется вязание всех изнаночных рядов. Два ряда у меня провязано, и смотрите, на что обращаю ваше внимание. Спица и количество петель сейчас выглядит на таком расстоянии. А после перемещения петель данный образец будет значительно меньше. Вязание 3-го ряда. И в 3-м ряду будет первое перемещение петель. Выполняем первую кромочную. Снимаю, не провязывая. 2 изнаночные для симметрии. 1, 2. Следующие 20 петель это раппорт узора. Первые 6 петель переносим на дополнительную спицу и оставляем за работой. Следующие 6 петель вяжем лицевыми. 1, 2, 3, 4,
5, 6. С дополнительной спицы возвращаем 6 петель. Вяжем 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Следующие 6 провязываем лицевыми. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 изнаночные петли. 1, 2. Раппорт узора провязываем еще один раз, затем 4 изнаночный ряд, все петли по рисунку. 4 ряда провязано, и теперь смотрите, узор в ширину стал гораздо меньше. Следующее перемещение петель будет у нас в 11 ряду. И далее провязываем 5, 7, 9 ряды, так как мы провязывали первый ряд. И при этом 6, 8 и 10 ряды провязываем так, как вязали второй ряд. Лицевые ряды 5, 7 и 9, кромочная, 2 изнаночные, 18 лицевых, 2 изнаночные. Перемещение петель выполняется в каждом 8 ряду. 11 минус 3 будет 8. И смотрите, как определить, какой ряд мы провязываем по образцу. Берем образец. Первое перемещение петель здесь было. Растягиваем протяжки. Узор я здесь растянула, и смотрите, вот считаем протяжки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 рядов провязано без перемещения, и сейчас 11 ряд, в котором выполняется перемещение петель. Первую петлю кромочную снимаю, 2 изнаночные петли для симметрии, 6 лицевых петель провязываем. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 лицевых петель перенести на дополнительную спицу. Перед работой следующие 6 провязываем лицевыми. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 лицевых возвращаем с дополнительной спицы, вяжем их лицевыми. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 изнаночные петли. 1, 2. Далее раппорт узора провязываем еще раз. После чего 12 ряд провязываем все петли по рисунку. 12 ряд я провязала, и следующее перемещение петель будет в 19 ряду. 13, 15 и 17 ряды выполняем вязание так же, как и вязали первый. 18 лицевых, 2 изнаночные. Соответственно, изнаночные ряды
14, 16 и 18 провязываем так, как вязали второй ряд. Выполняем вязание до 18 ряда включительно. 18 рядов провязано, и в 19 ряду будет уже следующее перемещение петель на этой части. И смотрите, с этой стороны также можно посчитать ряды. Вот он ряд с перемещением петель. Сюда вставляю спицу, вытягиваю протяжки. И также можно посчитать 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 рядов провязано. И в следующем ряду выполняется перемещение петель. И далее раппорт узора повторяется с 3 по 18 ряд включительно. То есть 16 рядов раппорт выполняется в высоту. Образец я провязала 3 раза раппорт узора в высоту. А теперь поговорим о вариантах вязания данной косы. Эта коса выполняется на 18 петлях в ширину. То есть получается 6, 6, 6. 3 раза по 6. А скажем, если брать не 6, а 5. 5, 5, 5. 15. Либо по 4. 12. Либо по 3. 9. И можно таким же образом провязывать эту косу, согласно данной схеме. При этом количество рядов между перемещениями петель также может меняться как в меньшую, так и в большую сторону. Я, например, этим узором буду провязывать шарф-снуд, и количество рядов между перемещениями я буду увеличивать. Также существуют варианты вязания этой косы с изменением количества изнаночных петель между косами, как в меньшую, так и в большую сторону. Ставьте класс к этому видео, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал на YouTube и вступайте в наши группы в социальных сетях. Вяжите с удовольствием и, конечно же, до новых встреч!